Всем доброго утра, хорошего дня и уютного теплого вечера. Я Надежда, и вы на моем канале, который называется Надежда Жилова. Сегодня я продолжаю вязать свои мокасины. Подошву уже проклеила, стелька вклеена, разметила через 1 сантиметр и проколола шилом отверстие для того, чтобы прошить теперь для пущей крепости и надежности. И начинаю прошивать. У меня вот такая акриловая ниточка, она очень прочная, очень хорошая. И я буду ею шить. Так, что-то я тут запуталась. Вот она, белая. Что я делаю? Вставляю крючок в отверстие. Опять-таки начинаю с внутренней стороны подошвы. Вытягиваю нить. И теперь мне надо отмерить этот кончик, чтобы мне было достаточно для обвязки всей подошвы. Я 2 раза оборачиваю подошву. Мало, надо побольше вытянуть ниточки. И 2 раза обернуть вокруг подошвы. Все, немножко у меня еще и запасиком. Достаточно. Теперь начинаю прошивать. Вставляю крючок в следующее отверстие. Вытягиваю нить, ту, что осталась у меня внутри. Делаю петельку и протягиваю ниточку, которую я отмеряла. Это так прошивают настоящие сапожники. Опять прокалываю, вернее ввожу в отверстие крючок, вытягиваю нить и подхватываю кончик, который снаружи, и затягиваю. И так по всему периметру прошью подошву. Пришла я уже к началу, по кругу все обшила, вставила кончик нити в иголку и в первое отверстие завожу ее вовнутрь. Все, теперь можно обрезать лишние кончики. Я ее завяжу, 2 кончика. Потом заправлю кончики. Завяжу 2 кончика, заправлю кончики. Все. По поводу обшивки. На подошве есть такая канавка для прошивки, но она слишком близко к краю, и я побоялась, что я ее просто прорву и получится некрасиво. Я ниже проколола. Потом по поводу клея. Я не знаю название клея, которым я клею, потому что я покупала его в обувной мастерской. Это какой-то профессиональный клей, он стоял у них в бочке, и я не смогла прочитать там название, бутылочку мне отлили его. Но клеить можно. Я клеила и обычным клеем для обуви, который продается в магазинах и на рынках. Так что ничего страшного. Мажется стелька, смазывается подошва и вклеивается. Теперь вот моя центральная петля. От этой центральной петли надо считать в обе стороны по 4 петелечки. Это будет у меня 9 петель для начала вязания мыска. Начинать я буду с изнанки, потому что с лицевой стороны я уже начну провязывать узор. Беру
ниточку уже другого цвета, чтобы покрасивше было. 1, 2, 3, 4. Вот она, моя 4-я петля. Переверну, чтобы мне удобнее было. 1, 2, 3, 4. В 4-ю вставляю крючок. И начинаю уже провязывать. Вывожу. Петля подъема. И начинаю вязать 9 столбиков, вернее, это первая петля, петля подъема, это у меня уже 1 столбик, 2, 3, вывязываю кончик, чтобы он у меня не торчал, 4, 9 столбиков. Теперь я завожу крючок с лицевой стороны, чтобы у меня красиво и справа и слева выглядел мысок. Здесь у меня постоянно будет с лицевой стороны вязание, здесь с изнаночной. Значит, я должна сделать с лицевой стороны с одной и с другой. Завожу с лицевой стороны крючок в следующую петельку, протягиваю через нее петлю, протягиваю и соединительная петля. Все. Разворачиваюсь и начинаю уже провязывать узор. Первую петлю я не вяжу, начинаю со второй. Столбик без накида. Следующий у меня идет столбик без накида на ряд ниже. Столбик без накида обычный. Столбик без накида на ряд ниже. То есть чередую столбик без накида в верхнюю петлю и столбик без накида на ряд ниже. Провязываю все петельки. Самая большая сложность для меня, когда я начинала только вязать обувь, последняя петля. Она всегда так прячется, что можно ее пропустить. Но ее обязательно надо провязывать. Столбик без накида. Теперь в следующую свободную петлю, здесь у нас уже она занята, в следующую свободную петлю провязываю столбик без накида. Это я завершаю ряд, делаю прибавку. А во вторую петельку за этим столбиком я провязываю соединительную петлю. Провязала. Разворачиваю работу и вяжу в обратную сторону по изнаночной стороне. Первую петлю мы не провязываем, в обратную сторону я вяжу столбики без накида обычные. Это у меня изнаночная сторона. И опять же я вас прошу не забыть про вот эту маленькую потайную петелечку, которую я провязала как соединительная петля. Ее не видно, но в нее надо провязать, когда вяжем назад. В свободную петлю ввожу с лицевой стороны крючок, протягиваю петлю и провязываю как столбик
без накида. 2 петельки, как столбик без накида. Провязала. Следующая у меня соединительная петля для подъема на следующий ряд. Столбик без накида — это у меня прибавка, а это просто идет как подъем на следующий ряд. В каждом ряду у нас прибавляется, расширяется полотно на 1 столбик. Пропускаем первую петлю, ту соединительную петлю, которую мы провязали, туда мы не вяжем. В следующую столбик без накида. Столбик на ряд ниже. В шахматном порядке провязываем столбик без накида. Столбик на ряд ниже, и у нас образуется такой уплотненный фактурный рисунок. Он очень выглядит красиво. Столбик, одну петелечку, ниточку пропустила. Столбик без накида. Для того, чтобы это все выглядело в шахматном порядке, вот я первый раз провязала столбик без накида первый, и теперь каждый раз я буду провязывать первый столбик без накида в каждом ряду, потому что у меня прибавляется петля, и я опять провяжу столбик без накида, и у меня получается рисунок в шахматном порядке. Так что сильно заморачиваться не надо, просто запомнить, как первый раз вы провязали столбик без накида, потом его так и провязываете. Столбик без накида, столбик на ряд ниже. Довязала до правого края, провязываю столбик без накида, соединительная петля. Таким образом мне надо провязать 24 ряда, 12 лицевых, 12 изнаночных. Вернее, изнаночных у меня получится 13, потому что потом я, когда провяжу лицевой ряд, вернусь назад, и тогда я начну вязать по-новому. Я вам покажу, вернее, не по-новому, я добавлю полосочку, и вы увидите, как это я сделаю. Значит, если вы будете просчитывать постоянно петли, у вас всегда с одной стороны будет получаться, вот здесь у меня получается нечетное количество, здесь будет четное, и вы не собьетесь. В каждом ряду прибавляется 1 петля. Потом вы уже, когда привыкнете это делать, можно уже не считать. Будете вязать на автомате. Сейчас я буду вязать за камерой, а потом вернусь и покажу вам, что я сделаю. Провязала я 24 ряда. Видите, какой-то получается узорчик интересный, рельефный. Теперь я провяжу изнаночный ряд и потом буду вязать другим цветом. Вот такой желтой ниточкой провяжу 2 ряда для отделки. Провязала я изнаночный ряд. Я сейчас еще раз покажу, как я провязываю прикрепление к бортику в изнаночном ряду. Завожу крючок с лицевой стороны на изнаночную, подхватываю нить и провязываю столбик без накида. Да, это, конечно, непросто, но это того стоит, потому что потом у нас красивая получается, одинаково получается правая и левая сторона мокасина.
Следующая петля у меня должна быть соединительная. Завожу крючок, но подхватываю я уже желтую нитку, отделочную. Вывожу и провязываю соединительную петлю. Все. Разворачиваю вязание. Основную нить я оставляю с правой стороны, а желтая отделочная я начинаю уже вязать в обратную сторону. Столбик без накида. Столбик в нижний ряд. Ну, точно так же, как я и вязала до этого, просто это уже идет отделочная нить. Столбик без накида. Кончик я ввязываю в вязание, чтобы он не выскакивал, не болтался. Столбик в нижний ряд. И так до конца. Ничего сложного, все то же самое, как я и вязала, только теперь это отделочная нить. А изнаночный ряд просто по изнаночной стороне провяжу столбики без накида. Провязала я 2 ряда желтой ниткой, то есть лицевой и изнаночной. И теперь мне опять надо поменять цвет нити. Провязываю столбик без накида, так как я и провязывала его, подхватывая основную нить, которую я буду теперь вязать. Провязала. Соединительная петля. Ой. Соединительная петля я уже должна провязывать рабочей нитью, а не вспомогательной, основной. Провязываю соединительную петлю. Все. И теперь мне надо еще провязать сантиметра 2, это примерно 6 рядов для окончательного оформления мысика. И я посижу где-то в уголочке, повяжу тихонечко, а потом я к вам вернусь. Можно сказать, что я мысок уже закончила вязать. Последняя петелька — это присоединение к бортику. Я присоединюсь один раз всего лишь соединительной петлей. Столбик без накида предварительно я вязать не буду. Вы помните, когда я вязала начало, я начинала с правой стороны, довязала до левой 9 петель и присоединилась одним соединительным столбиком, вернее соединительной петлей. А когда вернулась назад, уже провязала столбик и соединительную петлю, и дальше я вязала точно так же со столбиком и соединительной петлей. Теперь в конце, когда я закончила, я просто выравниваю полотно. Здесь присоединяюсь одним соединительным столбиком. Что я буду делать теперь? Я беру опять желтую нитку. Сюда же, в эту же петлю, где я закончила вязание, присоединяю желтую нить. Разворачиваюсь. И начинаю. Рабочая нить у меня должна быть сверху. И начинаю вывязывать цепочку на изнаночной стороне. Завожу в петлю нить, вытягиваю петлю и провязываю через предыдущую петлю, следующую,
точно так же. То есть у меня на изнаночной стороне получается цепочка из петель. Они мне понадобятся, эти петли, когда я буду вывязывать задник и присоединять его к мыску. А на лицевой стороне мне получается отделочная строчка желтого цвета. Так я провяжу до конца. И будем считать, что уже завершила вывязывать мысок. Сильно не затягиваю, потому что потом мне придется тут провязывать под эти петельки, чтобы не мучиться. Сейчас я закончу, потом покажу, как у меня получится. Довязала, вытягиваю нитку, обрезаю ее, кончики потом вяжутся. Вот что у меня получилось. Вот с лицевой стороны такая строчка отделочная, с изнанки цепочка, к которой я буду подвязываться. Сейчас я вам покажу свой эксперимент. Меня спрашивали, как ведет себя кож-картон. Вот кож-картон лежал полдня в воде. Вот он, не раскис, не разломался. Стирать можно в машинке даже. Ничего с ним не происходит. Когда он высохнет, он будет такого же вида, как и до того, как он попал в воду. Вот сейчас я его выну из воды и положу, чтобы он подсыхал. А в следующем видео я вам уже покажу его высохший. Ну что, на этом вторая часть завершена. Буду работать над третьей. Желаю вам всего хорошего. Берегите себя, своих родных и близких. До новых встреч. Пока-пока. Ждите следующую серию.